Представители знака зодиака Весы. Весы, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп. Июль 2024 года. События на пороге. 3 главных события. Давайте узнаем, какова энергетика, по мнению карт, для вашего знака зодиака будет в июле. Для планирования дел малых и больших. Чуть позже я опубликую на своем сайте планетарный гороскоп. Следите за вкладкой сообщества, где я обычно оставляю ссылку, а также вы можете зайти на мой сайт сами. Созвучное название каналу, как Таро Испирационе, мой сайт Астро Испирационе, через дефис пишется, или со страницы Facebook вы тоже также можете зайти, обычно там тоже оставляю ссылку. Итак, идем дальше. Что же за события на пороге? У нас сегодня две колоды. Колода Золоченого Таро и поддержки патронажа ангелов. Вот давайте мы с вами с ангелов, как раз колоды ангелов, и начнем. Два важных вопроса. Что придет, что уйдет. Имеется в виду, уйдет, может быть, какой-то вопрос, который у вас получится решить именно в течение июля. Или с каким-то вопросом определиться, может быть, документы получить, или еще какая-то сфера жизни. Итак, что же за энергии приходят? И с чем вы уже как бы успешно можете разобраться? И три главных события, три карты. Давайте будем узнавать, что же придет на ваш порог. Радость, мои дорогие. Паш воды, вот так выглядит. И тут радость, когда... В принципе, ощущение благополучия. Почему говорю ощущение? Потому что тут эмоции приятные. Тут понятно, что и чувствительность по этой карте проходит, доброта, кстати, и наша интуиция. Но помимо всего прочего, что приходит благоприятный фон по настроению, по эмоциям. Но и не только. Есть материальный подтекст, потому что наш Паш, и практически во всех колодах Таро, Паш воды всегда имеет кубок. И из кубка выглядывает рыбья голова, один из символов как раз денежного довольствия или благополучия более материального. Поэтому вопросы чувств и какого-то материализма, ну, каких-то, может быть, и согласований ваших решений. В принципе, это карта баланса, поэтому тут больше радует. А что же вас покидает или что уходит? А вот сама какая-то идея. У кого-то, правда, вопрос может быть с конкретным человеком связан. И у нас король огня или король жезлов. Это харизматичного лидера карта. Это карта, когда мы принимаем важные решения. Или, если мы говорим про человека, это могут быть люди, рожденные буквально под знаком зодиака стихии огня, Овен, Лев, Стрелец, или имеют там асцендент. Но по этой карте это своего рода ожидание. Не совсем тут про ожидание, конечно, но... Нет действия в этой карте. Здесь есть мысли, здесь есть решения. Харизматичный лидер, он скорее будет кем-то руководить или управлять, направлять, потому что проходит иногда по этой карте как духовный наставник, духовный лидер. Вот даже так. Это тот, который может за собой повести. Но опять же, он не готов брать ответственность на себя. И поэтому какие-то действия мы еще, возможно, раньше не предпринимали. Топтались на месте, ну, были в ворохе своих каких-то сомнений. Вот такое тоже может быть. Хотя король жезлов не сомневается, но он и не торопится. Где-то так, если быть искренним с самим собой, он понимает, что ведь я могу тоже в чем-то ошибаться. Поэтому решение, желание есть, а действий по этой карте все-таки не было. И это в позиции, что уходит. Значит, есть уже, пусть эта карта меньше достоинством, Паш, не король, но здесь... уже какие-то, ну, может быть, начальные этапы. К примеру, если мы говорим про ваше благополучие и про деньги, мы сказали, эмоции, деньги, как бы два направления, которые будут определять июль, то в деньгах тут больше определенности, тут больше конкретики. Тут не сама какая-то сырая идея, а которая уже переложена на какие-то материальные, реальные, практичные рельсы. Вы уже точно знаете, как вам поступать, какие-то возможности. Ведь у нас когда больше вдохновения? Когда мы видим больший радиус приложения собственных сил. И одновременно мы уже где-то можем прогнозировать свой успех. Вот это все идет по пажу воды.
Да, эта карта не крупная. Она предполагает, что мы какие-то действия еще будем осуществлять. Но, в принципе, нас все радует. Давайте посмотрим по событиям. Но уже немаловажно. Вот, например, пятерка воды. Это карта разочарований. Это карта, когда мы могли что-то утратить. У нас показано 3 кубка разлившихся. И девушка не видит практически, что происходит. Мелкая, опять же, карта. Где-то она подсказывает, твои переживания и прежде не имели какой-то реальной основы. И, может быть, как раз и происходит вот эта ваша трансформация, мои дорогие весы, когда вы более реально видите вещи или какая-то ситуация для вас проясняется. По этой карте, это карта прощения еще одновременно, когда мы прощаем, возможно, тех, которые нам доставили какие-то переживания, неприятные какие-то события, может быть, с конкретными людьми были связаны. Вот, кстати, может быть, с людьми, которые рождены под знаком зодиака, стихии огня, и такое у кого-то тоже может проиграться. Ангел на заднем плане карты как будто успокаивает, вдохновляет и говорит, что это какая-то, была как этап или как жизненный период достаточно короткий, когда ты столкнулся с этими переживаниями. Самое главное, чтобы эти переживания не перешли в апатию, в депрессию. Поэтому эмоциональному фону, мои дорогие весы, вам, в принципе, нужно уделить внимание. Оставьте какие-то грустные мысли или не устраивайте себе философию, потому что философию я имею в виду по тем делам, вопросам, которые уже не имеют прогресса. Все-таки по этой карте мы прощаем и отпускаем где-то. И тогда уйдут вот эти разочарования или тягостные эмоции. Вот с эмоциями надо разобраться. Чем дело кончится? Давайте мы немного проясним. Может быть, путаница какая-то была. И ведь нам по этой карте говорят, ты открой глаза в первую очередь. Очень красноречиво прорисована карта, и мы понимаем, что если бы девушка открыла глаза и просто оглянулась вокруг, то вот эти 2 кубка и пакет молока, который стоит на столе, она бы попросту вымыла пол. И вот эти кубки разлитые и забыла бы, наверное, через 5 минут. А она сидит и горюет. Тут вот нельзя горевать. Чем дело кончится? По королеве жезлов это сильная позиция. Да, у кого-то может быть конкретный человек, опять же, который, вот как я сказала, рожден под знаком зодиака стихии огня, Овен, Лев, Стрелец, или имеет асцендент, а может быть, мои дорогие, и по Луне. И человек, кстати, этого не может и не знать. Но это мы ведь смотрим вашу энергетику. И если мы говорим, чем дело кончится, это сильная позиция. Почему? А потому что королеву жезлов жизнь ставила на колени не один раз. Она прошла трудный путь испытаний, проб и ошибок. И она поняла, как ей действовать не нужно, что ей мешает. И вот теперь она очень здраво оценивает ситуацию вокруг и одновременно свои возможности. Она умеет хранить тайны, как свои, так и чужие. И это одновременно привлекает, помимо ее харизматики, тут тоже есть харизматичность, но она совершенно по-другому проигрывается, нежели по королю жезлов. Так вот, она не хочет себе навредить, и когда люди, она обладает магнетизмом, мы сказали, когда люди хотят с ней контактировать или хотят дружить, вот у вас, мои дорогие, может быть, как и человек, с которым вам хочется дружить. Но, может быть, какая-то история с человеком развивается помимо ваших желаний. Вот здесь нужно быть объективными, понимаете, чтобы себя не вогнать снова в какой-то минус, даже в плане эмоций. Но мы возвращаемся все же к вашей энергетике, которую карта нам настойчиво рекомендует, чем дело кончится, самим быть в таких энергиях. Так вот, эта сильная позиция позволяет королеве жезлов правильно анализировать информацию. Вот этот магнетизм, когда люди с ней хотят общаться, она теперь использует на благо себе. Она всех выслушивает и анализирует. Она в целом может как-то вот эту информацию проработать в своем сознании
и в дальнейшем использовать во благо себе. Поэтому информации будет много, людей в июле или каких-то ваших контактов, задач будет тоже больше, скучать будет некогда, правда, нет времени для каких-то минусовых мыслей, но и с другой-то стороны, она никому не говорит о своих намерениях и целях. Поэтому храните молчание, чем дело кончится. Вам придется сохранять собственное кредо, сохранять собственные позиции или все то, что вы наметили. Не должно быть каких-то разочарований по поводу чужого мнения или каких-то прежних ситуаций, когда у вас что-то не получилось осуществить. Давайте, чем сердце успокоится. Будет какая-то оборона, она будет неизбежна. Девятка жезлов. Сердце успокоится, когда мы, отчасти ставим себе некоторый барьер от окружающих в первую очередь. Это может быть иллюзорный, понятно, барьер, когда вам внутренне захочется отгородиться слегка от навязчивых людей или от тех, которые вас используют, мои дорогие весы, правда, или пытаются приобщить к делам, которые кому-то интересны. Вот мы по девятке жезлов на это никогда не соглашаемся. Мы откликаемся в двух случаях. Либо нам что-то угрожает, либо чтобы не упустить благоприятную возможность. Все, остальное мы больше заняты какими-то своими делами. Может быть и правда, какие-то бытовые вопросы вам придется решать или, в принципе, решать то, что вы планировали. Где-то карта предупреждает, да, спокойное течение жизни, но тебя ничто не должно застать врасплох. Вот тогда сердце успокоится. Значит, какой-то прежний опыт, то, что мы говорили по королеве жезлов, по энергетике карты, вы не должны повторить. Не должно быть какого-то еще раз разочарования. Значит, где-то, мои дорогие весы, не найдите еще раз какие-то грабли. Или не устраивайте себе своеобразный вечер вопросов и ответов. Наши мысли могут увести куда-то очень далеко. Пусть они уводят вас в положительном фарватере. Давайте совет достанем. Что же это может быть? Еще раз карта подтверждает все то, что я сказала, у вас сильная позиция. Мои дорогие мужчины, здесь может быть конкретная женщина, которая для вас очень привлекательна. Вот как эта королева жезлов. Самодостаточная женщина, с которой хочется быть вместе, дружить. Может быть, какая-то была история не очень веселая. И где-то и вы закрылись, может быть, женщина от вас закрылась. Но от этого она для вас не стала менее привлекательна, а скорее наоборот, более желанна. И вот такое может быть. Но мы все-таки рассматриваем эту карту как совет. Мои дорогие девочки, скажу вам, у вас, наиболее сильная позиция где-то, чем у мужчин. Правда, на этот период времени. Потому что вы умеете контролировать свои эмоции. Карта силы – это женская карта. Да, это карта где-то, как и карта мага, это великого манипулятора. Это того человека, кстати, про эмоции мы с вами говорим. Обратите внимание на короткой цепочке лев у нашей прекрасной девы. Лев – прообраз наших эмоций. Вот эмоции на коротком поводке. Они не должны вам мешать, добавлять или каких-то розовых очков, или лишней восторженности. Так и не должны каких-то сомнений добавлять. Вот все то, что есть по факту, все то, что есть в реальности. Но если нужно с кем-то договориться, решить какие-то вопросы, вы найдете 1001 способ это осуществить. И в принципе, мои дорогие мужчины, для вас ведь тоже как совет. Будьте дипломатом. Реально оцените обстановку. По части вашего дальнейшего продвижения, может быть, да, или каких-то вопросов, которые связаны с работой, с вашим бизнесом или контактами, может быть, вышестоящими лицами, или смотря что у вас стоит на кону. Давайте посмотрим второе главное событие. Удивительно. Мои дорогие мужчины, могу поздравить. И для вас эта карта тогда будет говорить о том, что вы в очень сильной позиции. Карта мага. Редко бывает, когда выпадают и карта сила, и карта мага в одном раскладе. И у вас, мои дорогие весы, очень знаменательный месяц. И неважно, я теперь могу сказать, кто меня смотрит, девочки или мужчины. Вы сами сильны, но и одновременно вы сталкиваетесь с человеком, который тоже себя создал сам. Все то, что я где-то говорила по королеве жезлов, это относится ко всем.
и вы не знаете, ну, может быть, как решить какой-то вопрос. Когда двое сильных людей соединяются в контактах, в разных. Тут мы не говорим, у кого-то это в личной жизни проиграется ситуация, у кого-то по части согласования в высоких инстанциях или ваш социум, общество. Ну, есть как минимум один человек, который, с одной стороны, привлекателен, притягателен для всех вот из вас, как для девушек, так и для мужчин. Но каждый где-то на своей волне. И от того, как вы сумеете согласовать эти энергии, кто знает, может быть, и будет зависеть этот результат. Как по конкретному решению вопросов бизнес, дела или работа, так и по части личной жизни. Но, повторюсь, сильная позиция. Когда нет ничего невозможного. Когда по карте, кстати, как и мага, так и сила, мы организуем свою жизнь совершенно по-новому. И маг, знаете, он обладает достаточным интеллектом, и он не поддается на эмоции. Ни разу не про эмоции, как и карта сила и карта мага. Значит, будет какая-то ситуация, будьте готовы. Правда, вас ничто не должно застать врасплох. Быстро, может быть, проанализировать обстановку вокруг или предоставляющиеся возможности, или какую-то новость, информацию для того, чтобы для себя сделать что-то очень хорошо. Не упустите момента. Правда, чем дело кончится, по магу. У кого-то вопросы личной жизни или каких-то важных согласований, или денежной стратегии. Король Пентаклей, а у кого-то и человек. Иногда это наши близкие, супруги проходят по этой карте тоже. А иногда это просто человек, который рожден под знаком зодиака, стихии Земли, Телец, Дева, Козерог, или опять же имеет там асцендент или по Луне. Вот есть какие-то контакты. Но опять же, если мы рассматриваем даже эту карту через энергетику, это консерватизм, мои дорогие. Поэтому помните, чем дело кончится. Консерватизмом каким-то. Единственный момент. Консерватизм может быть как и благом, так и наказанием. Благо в том плане, что все под контролем. И в тяжелые периоды жизни вот этот контроль, вот этот реализм, он помогает. Он помогает себя не обесточить, не остаться на бабах в плане финансов, потому что умеет король Пентаклей распределить свои средства, и неважно, какого количества они, но он умеет вот именно, потому что он надеется сам на себя. Но если мы где-то говорим про чувства, король Пентаклей великий консерватор, и сказать, что его на какие-то, можно как на вдохновение, на чувства, ну, вывести или где-то расслабить, но тут тоже сложнее, потому что, опять же, он может не доверять собственным чувствам. Для него материальное все же важнее. И вот этот тонкий нюанс не пропустите, чем дело кончится. Может быть, как раз для вас нужно договориться с подобным человеком. Не рушить что-то, а достичь взаимопонимания, чем сердце успокоится. Будет какой-то выбор, который вам придется делать. Вот мы как будто шли куда-то, двойка мечей. Это пороговое значение, как перекресток. И теперь мы не можем продолжать в том же контексте, например, общаться с человеком или надеяться на авось, что как-то ситуация изменится. Значит, вот чего бы тут ни касалось, вот эти ваши магические способности или вот ваша сильная позиция, она должна быть направлена на решение какого-то вопроса. Потому что если вы отдаете как судьбу на волю случая, если вы не принимаете какого-то важного решения или себе не выстраиваете дальнейшей стратегии, тактики, может быть, по части бизнеса, по части финансов, по части конкретного человека, тогда будьте готовы к тому, что как-то все равно же будут происходить изменения. Но вы упустите какой-то важный момент. Вам нужно определиться, вы куда вот от этой точки, направо или налево. И пребывать ну, в каком-то топтании на месте или в какой-то задержке не получится. Нам судьба может преподнести какой-то еще раз урок. Потому что это нам кажется, что мы ничего не меняем. Мы сейчас сохраняем вот ту ситуацию, в которой мы находимся. Но это может быть, но не долгий период времени, а очень короткий. Иначе нас начинает постепенно, для нас незаметно, отбрасывать назад. Совет.
Правда, вам придется делать какой-то выбор. У кого-то по части переезда, но у вас, опять же, по тройке жезлов. Сильная позиция. Карта говорит, у тебя какой-то этап жизненный заканчивается. Тут действительно жизненный перекресток. Вы будете принимать, мои дорогие весы, важное решение. Но по магу это ведь всегда какая-то коллаборация. Может быть, это внутреннее, когда мы уравновешиваем наш разум и чувства. Может быть, по этой карте, когда мы уравновешиваем сознание и сердце. Когда мы уравновешиваем реальность и наши планы или наши цели. Или буквально вам придется быть дипломатом, потому что есть конкретный человек, важный для вас человек, хороший человек, но с ним сложновато договориться. И вам придется быть магом и волшебником, неважно, кто меня смотрит, для того, чтобы найти взаимопонимание, которое будет основано на искренности. Но и все-таки возможности у нас идут по тройке жезлов, и для кого-то это новая работа или новые способы заработка, или ваше перемещение, работа, которая будет связана со сменой графика. Кто-то ходил в организацию, может продумывать работу на дому. Или наоборот, у кого-то, может быть, придется куда-то отправиться. Это вы планируете. Человек повернулся на карте спиной, он нам показан. Вот он повернулся к прошлому спиной, он уже смотрит в горизонт. И с одной стороны, увидеть новые горизонты, расширь свой кругозор. Может быть, чему-то обучиться по тройке. Тройки это всегда и как и жизненный этап, но это еще и возможности. Но нам придется совершенно по-другому что-то отстраивать. А для кого-то из вас этот период, когда что-то заканчивается. И чтобы перейти на новую ступень или буквально куда-то отправиться, вам нужно, к примеру, выучить дополнительный язык, ну или добавить каких-то знаний. Прекрасная позиция, кстати, сильная позиция. И третье главное событие, так у нас выглядит шикарно. Туз кубков. У кого-то может быть встреча с человеком или планируемая встреча, может быть с вашим любимым, любимой, или с вашими близкими, если вы были на расстоянии. Тут у кого-то проиграется конкретное расстояние, мои дорогие весы. Но это карта приятных эмоций. Наполненности самое главное. Где-то релакса, не без этого. Вот не случайно у нас паш воды выпадает. И интуиция вообще это карта счастья, это возможности. Значит, что-то будет радостно приятное, повторяюсь, для вас, мои дорогие весы. И это будет связано отчасти. Это как может быть по вашей личной жизни, вот какие-то хорошие, добрые новости. У кого-то это может быть, потому что вы решаете по вашей занятости тоже успешно вопросы. Чем дело кончится? Ну вот теперь точно ваша карта. Королева мечей. Все зависит от вашего выбора. Королева мечей про образ Юдифи. И она свой выбор сделала однозначно, как мы знаем, из истории. Так вот, если мы говорим про двойку мечей. Вот смотрите, вам из этой двойки мечей нужно с чем-то определиться. Не нужно два меча, нужен только один. И предусматривается, раз мы выбираем один, значит, второй мы от него отказываемся. Правда, будьте готовы от чего-то отказаться. Или реально увидеть обстоятельства вашей жизни или вашего прогресса. Не будьте где-то наивными. У нас именно на этой карте есть такой момент. Птицы летают, и это прообраз наших мыслей. Поэтому мысли должны быть как и позитивными, так и не создавать для себя зоны риска, не надеяться на авось. Одна птичка прилетела к кошке. Не случайно художник изображает это на карте. А это у нас художник карты Чиро Маркетти. И поэтому прекрасный, один из самых, наверное, замечательных художников по Таро. Так вот, птица подлетает к кошке. И с виду прекрасное, милое животное. Такое обаятельное. Так хочется рассмотреть поближе. Но мы-то с вами знаем, когти остры, а бросок молниеносен. И если мы какое-то расстояние опасное, да, или как приблизимся к чему-то, или не рассчитаем буквально какие-то свои позиции, то тогда для нас может что-то закончиться печально. Вот недаром Юдифь, да, она надеялась, кстати, сама на себя. Никто не знал, что она задумала делать, будем говорить. И поэтому и вам придется хранить молчание, мои дорогие весы, неважно, кто смотрит. По карте сила, по карте мага. Никогда маг не афиширует, что он намеревается делать.
ни в малом, ни в большом. И в этом его сильная позиция. И как раз нам карта. И еще раз посмотрите, это третью мы рассматриваем уже позицию, и вам эту мысль карты пытаются донести. Холодный расчет. И при этом интеллект и лояльность к миру. Потому что королева мечей – это своеобразная маска, мои дорогие весы. Транслируете вы одно, чтобы никто не догадался. Но думаете-то вы холодно, остро, очень пунктуально, метко и цепляете своим вниманием все то, что вокруг происходит. Вот тогда и сильная позиция. Чем дело кончится, не кончится. Вам придется в этих энергиях еще быть какое-то время. Ну, тогда чем сердце успокоится? Может быть, вот благодаря как раз такой тактике, мои дорогие весы, у вас и получается вот эта сильная позиция, что тут переворачивается. Быть реалистом. На кону стоят, вот как мы сказали, чувства и деньги. Вот вам деньги. Шестерка пентаклей. Это карта финансового успеха. Но вам попутно говорят, чем сердце успокоится. Если мы вот вывалили сами, выпрыгнули карты из колоды. Деньги в долг не давай. Вообще как-то свою стратегию по финансам распредели. И вот посмотрите, а ведь между карта иллюзий, между этими картами. Семерка кубков. Когда будет воодушевление. Воодушевление может быть потратить деньги. Или из добрых мотивов и побуждений кому-то помочь. Вот нет. Помни, рука дающего будет завтра рукой просящего. И несмотря на сильную какую-то позицию или удачное стечение каких-то вопросов, или то, что вы, может быть, прежде к чему-то шли, подготовились, может быть, для кого-то получение конкретно гонорара – это крупная сумма. Так вот, его надо распределить очень конкретно. Вот есть какая-то тема, которая касается вашей семьи и вашей личной жизни. Ведь по четверке жезлов праздник после победы. У вас должен быть праздник, как и победа. У вас как раз что-то как бы 5 минут до успеха. У кого-то по личной жизни, а вообще в принципе как 4 столпа. Это карта уверенности, надежности в сегодняшнем дне и в завтрашнем. И вот между четверкой жезлов и шестеркой пентаклей, семерка кубков, это карта прокрастинации, когда мы никак не можем что-то начать. Либо мы сделаем неправильный выбор, нам об этом уже тоже сказали. Поэтому слушайте себя, мои дорогие весы. Карта очень практически один вариант. Или если мы спросили 3 главных события, да тут какое-то одно событие, но оно, возможно, будет связано сразу со всеми сферами жизни. И финансы, и ваша занятость, и личная жизнь. Все как-то переплелось у вас в июле, но и есть возможность сразу все в нужный фарватер, повторяюсь, спустить, потому что как для мужчин, так и для девочек сила и маг. Совет. Какая-то пара, наверное, какой-то все-таки союз, мои дорогие весы, благословлен на небесах. Я понимаю, у кого-то эта карта будет проигрываться, решение вопросов даже в суде. Может быть и так. Король мечей еще и ваша карта, но у нас королева мечей, и это пара. Может быть важные согласования в высоких инстанциях получения документов, каких-то еще ценных, может быть, бумаг, вопросы решения каких-то вопросов по части банков. У кого-то кредиты закрывать или, наоборот, брать, или ипотеку, к примеру. Может быть, по этой карте проходят люди в погонах или люди в форме. Для кого-то вопросы вашего здоровья. Или, в принципе, карта нам ведь совет говорит. Вот много позиций, когда объединяет одно по королю мечей. Какая-то конкретика, логика, рационализм. Где-то все то, что я говорила по королеве мечей, вот такие холодные энергии, они совершенно для вас необходимы. Странно, правда? С одной стороны, ведь у нас мы раскрываем события по тузу кубков, по тузу чаш. И мы сказали, это радость, это наполненность, это эмпатия. Но для того, чтобы была вот эта эмпатия, чтобы это, если карта счастья, это тоже можно рассматривать, но это туз. Это единица, это какое-то начало. С чем-то тут определяется пространство, и вы, мои дорогие весы. Но вам придется это удерживать. Причем для того, чтобы были приятные эмоции, для вас нужно быть холодным реалистом. Как ни странно, вам придется действительно соединить невозможное. Вот как я говорила, свой интеллект и чувства, разум и эмоции как-то сбалансировать. И ваш знак зодиака вами управляет Венера, правда? Но все-таки знак воздуха – это знак интеллектуальных людей.
холодного разума. И вот вам все то, что прекрасное, все то, что нам нравится, красота, счастье, приятные эмоции, вам нужно, как хотите, не хотите, но вот для благополучия, для счастья будет как будто правильным. Нам ведь об этом, посмотрите, с самого начала, по сути, раскрывают в раскладе карты. Вот энергетика такова. Потому что с реальностью по-другому не провзаимодействуешь. Тут эмоции восторженные не помогут. Видимо, придется решать какие-то действительно вопросы. И от этого будет зависеть как ваше счастье в личной жизни, так и по части денег, финансов, правильно, тоже решение принимать, так и по части благополучия, переезда. Или, мои дорогие, у кого-то вопросы могут в июле проигрываться по части просто недвижимости. Вы, может быть, хотите переехать и не так далеко, но вам нужно продать, купить. Может быть, ремонт еще какой-то сделать. И вот какая-то есть конкретика, которая определяет дальнейшие возможности. Перекладывайте на себя, мои дорогие весы, вообще прекрасный месяц июль с возможностями. Но здесь не расслабишься. От каких-то мыслей, от слов вы переходите к делу. И нет, вместо разочаровывающим эмоциям. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.